В доме раздался оглушительный звонок. Булгаков не ждал его. После запрета на печать его пьес и постановку спектаклей, живя в течение многих месяцев почти в полной изоляции, он уже привык к отсутствию интереса не только к своим произведениям, но и к нему самому. Молодой холодный голос телефонистки предупредил, что звонят из Кремля. «Товарищ Сталин на линии, ожидайте». Стальной вождь, словно феникс, опять засверкал в жизни писателя. Последний раз именно с его легкой руки в 1926 году в Амхате было получено разрешение на премьеру спектакля «Дни турбинных» с правом игры на год, а потом с продлением этого права. Сталин присутствовал на спектакле около 10 или 15 раз. Булгакову это было известно. Вождю спектакль определенно нравился, но как объяснить обыск все в том же году, когда опричники из ОГПУ изъяли рукопись, оконченной накануне повести «Собачье сердце» и личный дневник писателя? Мысли возникали непроизвольно и были прерваны телефонным соединением. На том конце провода к разговору не готовились, звонок был между дел. Сталин опасался, что Булгаков может вслед за Маяковским наложить на себя руки, а 2 самоубийства деятелей культуры слишком много для 1 года. И потом вождь испытывал интерес к писателю. Его привлекала смелость, страсть к монархизму, человеческая прямота и принципиальность позиции. Он любил таких. Ему нравились люди твердые, не меняющие своего слова по первому призыву, как большинство из его ближайшего окружения. «А что? Вам совсем работать не дают?» В паузах, растянуто и с акцентом, спросил голос из трубки. «Да. Вот я подал заявление в Амхат, и они меня не принимают», собравшись с мыслями, произнес писатель. Не дослушав, ему ответили. «А вы позвоните завтра, мне кажется, они вас возьмут. Вообще нам с вами нужно встретиться и поговорить, обязательно поговорить. Желаю вам всего хорошего». Не дожидаясь ответа, вождь прекратил разговор. Так Булгаков был устроен вторым режиссером в подконтрольный Кремлю театр утром следующего дня. С этого рокового звонка началась вера писателя в кармическую связь между ним и вождем. И вера не безосновательная. Часть 2. Погасший красный луч. 1924 год. 21 января 1924 года на даче в Горках под Москвой умирает вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Булгаков наблюдает за событиями вокруг этой новости и к концу года заканчивает повесть «Роковые яйца», которую метафорично переплетает с политическими событиями в государстве. Профессор Персиков в своей лаборатории изобретает инфракрасный луч, под воздействием которого все живые микроорганизмы обретают способность к аномальному росту и делению клеток, простым языком — к размножению. В это время в стране вымирает все поголовье птицы, и глава совхоза «Красный луч» по фамилии Рок приезжает к профессору за новым приспособлением. Из-за границы были выписаны яйца кур, предназначающиеся для совхоза, и яйца рептилий для опытов профессора Персикова. Однако при транспортировке груза перепутали, и под облучение красным лучом у Рокка попадают яйца рептилий. Пресмыкающиеся размножаются с невероятной скоростью, и остановить этот процесс не представляется возможным. Гигантские хищные твари движутся на Москву, пожирая по пути все живое. Ситуацию спасло неожиданно наступившее в августе, на церковный праздник Преображения, резкое похолодание. Рептилии погибают, не выдержав аномальных морозов. А профессора Персикова зверски убивает разъяренная толпа, обвинив в том, что он запустил механизм биологической катастрофы. Как тонко и умно писатель отображает действительность в таком, казалось, фантастическом сюжете. Не кажется, что в фигуре профессора Персикова автор вывел вождя мирового пролетариата, вымершее поголовье кур, метафора разрушенного большевиками буржуазного мира. Яйца рептилий, конечно, образ коммунистов-временщиков,
растаскивающих обломки империи, но пригретых и взрощенных красным лучом революции. А церковный праздник Преображения появляется на страницах произведения как призыв автора к сохранению института христианства в стране. Ведь один лишь Бог способен остановить ненасытных ползучих тварей на подступах к Москве. Насильственная смерть профессора Персикова, не справившегося с собственным изобретением, попытка пролить правду на кончину вождя мировой революции. Этим смелым произведением Михаил Афанасьевич проложит себе дорогу в область политической литературы, которую будет выдавать за повесть или роман своему несведущему читателю. Немного практики, и произведения автора будут изобиловать тайными кодами, метафорами и намеками. Если вам понравилось наше повествование, подпишитесь на канал. Это не последнее видео о жизни и творчестве Михаила Булгакова. Ждем ваших отзывов в комментариях. Ваша обратная связь позволит нам оценить интерес к этой теме.